труба диаметром 90 сантиметров, плюс берем сталактитов сантиметров по 5. У меня просто началась истерика. Жизнь людей нужны, чтобы растянуть кусок ткани. Дякую. У меня не первый контракт. Я как маленький щенок повелся на это отношение, зная, что у нас армия как была в Бруч, так и осталась. Потому что первый контракт у меня тоже был печальный, так скажем. Много где обманули. Я не служил на срочной службе, и на права и на карты наложили аресты. У матери был уже, скорее всего, знакомый, который предложил пройти службу по контракту на территории РФ. То есть можно сказать, что мама поспособствовала тому, что ты попал на службу? Ну, грубо говоря. И что, она довольна была? Нет. Когда узнала итоговый результат, нет. Когда она узнала, куда по итогу закинулось все это дело. Ну, еще в учебке пошел слух, что всех кидают штурма. Ну, я думаю, блин, ну зачем я буду слушать людей, которых я не знаю, которых я первый раз вижу? Ну, слухи оказались правы. Люди на панике были. Взрослые особенно, 50 примерно лет, полные. Они понимали, что какие штурма, если то есть он как весит там 150 килограмм, они себя уже хоронили там. Ну, в глазах было отчаяние. Скорее всего, сейчас критическая нехватка людей, и попросту всех подряд, без разницы зэков, не зэков, людей с профессией, отправляют просто всех в мясо, потому что, скорее всего, не хватает людей уже. По приезду в Горловку в течение 3 часов мы были собраны. Приехала буханка, повезла в Нью-Йорк. Далее нас проводник провел до точки, тоже частный дом был. Мы легли отдыхать со скаутом, перекусили немного. Нас подняли не утром, в 10 вечера. Срочно выдвигаемся. Получили тележки до трубы. Тележку я скинул. Я не взял тележку с собой. Я ее прям как выше с 5-этажки. Я ее пронес метров, может быть, 100, а ее выкинул. Я как человек, который немножко соображал, что мне нужно дойти хотя бы живым, шел я по открытке, маневрировать со 100 килограммами на себе я не смогу. Когда я пришел без тележки, мне сказали, сейчас будет что-то с тобой делать. Ну, тележку мне нашли. Мы когда в трубу залезли, я сначала полз на карачках, наверное, метров 300-400. Потом нам нашли эти тележки. И за этими тележками сзади люди, кто ползли, они развернулись, поползли обратно. И таким способом нам подогнали тележки. Вот, у кого не было. Труба идет где-то ниже, где-то выше. То есть воды где-то было, а тележка полностью уходила. То есть у нас вот так вот в воде, полностью берцы, все мокрые, все продрогшие. А в трубе мы не могли ориентироваться, так как там идет искажение звука, как минимум. И мы не видели, потому что труба диаметром 90 сантиметров, плюс берем сталактитов сантиметров по 5, примерно 80 сантиметров труба. То есть у меня до глаз примерно расстояние было вот такое от тележки, потому что подо мной на тележке был бронежилет, был рюкзак, была ТМ-ка, был автомат, и вот все, что с собой было. Лежа на спине, ногами, отталкиваясь. 2,5 дня. Спали мы часа полтора за все время. Когда мы ползли, на полпути мы встретили 300-х, которые откатывались. 3 человека. А как вы с ними разминулись в такой маленькой трубе? Это еще одна тяжелая проблема. Тележка клалась на бок колесами и руками передвигалась дальше. Все, что находилось у людей, передвигалось также дальше. И люди боком, то есть ты вот так вот боком к трубе, и человек боком, ну вот как вот гусеницы. Вот так вот в этом. Это ад. Пока ползли в трубе, потеряли все практически. То есть рюкзаки были порезаны об сталактиты, разгрузки пострадали, подгранатники пострадали. Все гранаты были потеряны там, причем с запалами крученными. Вся труба эта была во всяких принадлежностях, которые люди порастеряли. Каждый человек все потерял. Я вообще там практически с пустым рюкзаком приполз, у меня там было несколько сникерсов. Эмоции настолько зашкаливают, что вот скаут, который молодой, у него был срыв в трубе. У меня просто началась истерика, потому что ты не знаешь,
сколько назад, сколько вперед ты не можешь ни туда, ни сюда. У тебя только чисто вперед, у вас нету воды, у вас заканчивается еда, сзади тебя еще ползет человек 10, которые постоянно подгоняют. Сыро, холодно, и постоянно ветер продувает, ноги сырые полностью, штаны по пояс тоже полностью все сырые. Вот, и в моменте просто была мысль того, чтобы хотя бы не умереть в трубе, хотя бы просто доползти до конца. Над тобой идет война, и ты ждешь, что тебе прилетит сверху. Лично у меня случились галлюцинации две. Первая полосы по утру суток. И мне казалось, что я лежу под открытым небом, что у трубы нет верха. Я чисто видел звезды рукой, что мужик полз впереди меня, я ему говорю: слышь, говорю, ты что встал, говорю, ползи вперед, мы под открыткой стоим. А он: ты что, говорит, несешь? Я говорю: ползи, говорю, вперед. То есть мне настолько явно, я видел звезды, я даже рукой так вот: ты смотри. А когда он зажег зажигалку, у меня оказалось, что рука просто вдоль трубы вот так вот проходила. То есть я не насквозь трубы ее, а вот как вот настолько много галлюцинаций случилось. Вторая галлюцинация случилась после 2 суток. Я видел военнослужащих на двухъярусные шконки деревянные и разные солдаты. А вот вторая галлюцинация. То есть у меня такого в жизни нигде не случалось никогда. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, какая-то вода, которая была, возможно, с какими-то химическими отходами внутри. Может быть, геи надушались, может, не знаю. Ну, вот 2 галлюцинации у меня случилось. В конце трубы нас приняли, именно наши, в том плане, что встретили. Вылезли, птичка нас повела через открытые поля и через лесополосу. Мы еще 1,5 дня шли до точки, потом мы день просидели на точке. Нам по связи сказали: сейчас прилетят подарки. Я так понял, это вода, потому что у нас не было ни воды, ни поесть. Нам скидывали иногда там по батончику и по 0,5 воды. Нам сказали: быстро через поле на мост 158-159, это 2 дома, начало Петровки. Там, говорит, прячьтесь, носите укрытие, дальше будет указание дальше. Мы нашли укрытие. Мы сначала просидели в доме, и только потом, когда поступила команда: сейчас прилетит птичка и скинет вам подарок. Что за подарок? А подарок оказался это триколор российский. Я был в полном недоумении, почему нельзя было скинуть первую необходимость. Когда я развернул и понял, что это флаг, я был, я был просто в недоумении из того, что вообще, в принципе, командование на такое способно. И только потом до меня дошло, зачем мы туда вообще попали с малым. Им нужно было сделать видеоотчет о том, что вот мы в Петровке. Нам сказали растянуть триколор на фоне дома, возле дома сбоку. Вас сейчас снимут. Они нас сняли. Дальше, говорит, сидите. Ваша задача не спалиться. Все. У меня была улыбка придурочная, потому что То есть жизни людей нужны, чтобы растянуть кусок ткани и сделать какой-то отчет наперед еще высшему руководству, кому они там подчиняются, я не знаю. Была мысль того, что они вот сейчас отснимут, соберут все лавры, а по нам просто прилетят выстрелы с арты, причем со своей же. Были такие мысли. Видать, у них сроки горят какие-то. Должны быть по максимуму приближены якобы к действительности, но действительность совсем другая. Показали они этот фантик кому-то, но по факту же все по-другому. Да это как и в Закавказье служил, в Кремль сообщается: дайте нам зеленую дорогу, корреспонденты с разных каналов. Там из сухопутной была только одна дорога Зарская. Кремль, да, при мне был в бункере. Выезжает на охране комендантский взвод на УАЗике впереди, на УАЗике сзади. Всех их положили грузины. Приезжают обратно пацаны. Кремль снова. Вы чё, говорит, я не буду материться. Вы чё, это? В Кремле сказали: мы ничего не давали. То есть как бы я сталкивался с таким уже. Это во время 5-дневной войны? Да. А ты был участником? Я в миротворческих силах служил. Не было такого ощущения, что вы герои? По трубе шли 2,5 суток, потом флаг развернули. Внутри не было этого ощущения, потому что было ощущение страха. А по факту об этом никто не расскажет. Они, как опять же мое мнение, преподнесут это то, что вот
Горловка освобождена, вот в триколор растянули. А то, что по факту они отстрелялись артой и по-быстрому залетели, 2 человека растянули триколор, ну, об этом не скажут об этом. На следующее утро, когда пытались опять же выйти на связь, не получалось. Товарища спалили с дронов. Вот. По подвалу полетело сначала 4 дрона, и буквально спустя минуту по этому дому прилетает FPV-шка, полностью складывает дом. Вот, мы под завалами лежим оба. Были мысли, что, ну, вот он, все, конец. Как-то у меня получилось растолкаться. Как-то я вылез из завалов, раскидал товарища, помог вылезти тоже. Ну, через час 20 пошли прям отбильные выстрелы. И, ну, приближались в нашу сторону, и не было понятно, с какой стороны. Когда звуки закончились выстрелов, была четкая речь: «Проверьте окно». И на этом моменте у меня была мысль, что, ну, это наши, как бы надо, ну, кричать, чтобы не стреляли, чтобы не кидали ни гранаты, ничего. Вот, мы крикнули: «Не стреляйте, у нас нет оружия». Нам крикнули: «Выходите с поднятыми руками». Мы вышли, у товарища контузия, он там вообще ничего не слышит, я его там фактически за руку вел. Не было желания дать бой? Жить больше хочется. Украинские военнослужащие, которые вас взяли в плен, они вам как-то представились? Нет, скаут увидел флаг на форме. И что, сразу поднял руки? Нет, мы с самого начала с подвала с поднятыми руками вышли. Об Азове я единственное, что слышал, это что не могли взять остров, который Азов защищал. Это единственное, что я слышал до этого об Азове. Остров? Да, ну был какой-то в начале войны, в начале 22-23 год, был какой-то остров, который очень долго не могли взять наши вооруженные силы. Змеиный, вроде мне сказали, он называется. Может, ты Мариуполь имеешь в виду? Не знаю, возможно, я к политике не особо. И вот единственное, что я знаю про Азов, это то, что наши войска не могли долго отбить какую-то точку у Азова. Обращаюсь к россиянам, кто собирается подписать контракт. Будьте готовы к тому, что никаких ни водителей, ни слесарей, ни помощников там водителей, ни танкистов здесь не будет. Никуда вы не поедете по своим отношениям. 100%. Все вы пойдете в штурма. Мне это также обещали, мне сделали отношения, мне обещали, что все будет хорошо, будешь служить, спокойно заниматься КАМАЗами. У нас также были люди, которым обещали быть водителями, коллеге моему обещали быть радистом, чтобы он был радистом. По факту мы все дружной компанией оказались в штурмовиках. Я хочу попросить прощения у украинского народа, что мы россияне, даже те, кто... Я же сам ездил в гости в Запорожье и в Сумы. И у друга у меня мать в Томаковке, в Днепропетровской области жила. Хочу попросить у всего народа украинского прощения за себя. То, что я такая мразь, простите.